Представьте, вы стоите в центре Рима перед гигантским каменным кольцом, которому почти 2000 лет. Огромные стены поднимаются на высоту нескольких этажей и выглядят так, будто их невозможно разрушить. Но стоит обойти его всего на несколько десятков шагов, и возникает шокирующий вопрос. Куда пропала половина здания? Там, где должна продолжаться стена, внезапно зияет огромный разрыв. Сквозь него видны внутренние коридоры, галереи и пустые арки. Это все выглядит так, будто кусок гигантского сооружения просто вырвали отсюда. Когда-то этот амфитеатр был идеальным каменным кольцом, абсолютная симметрия, тысячи блоков, сложная система арок. Куда исчезли миллионы тонн камня? Почему одна сторона древнего гиганта стоит почти целой, а другая превратилась в руины? Смотрите это видео до конца. Ответ вас шокирует. Для начала нужно представить Колизей таким, каким его увидели жители Древнего Рима сразу после строительства. Работы начались в 70-м году у нашей эры и заняли всего 8 лет. Невероятно короткий срок даже по современным меркам. Каждый день на стройку привозили огромные блоки светлого камня. Тысячи рабочих поднимали их на десятки метров, постепенно собирая гигантскую конструкцию. Фасад был полностью облицован белым травертином. На солнце он сиял так ярко, что современники сравнивали амфитеатр с огромной светящейся горой посреди города. Это было не просто место для зрелищ. Это был символ власти Римской империи. Самое интересное, что строители почти не использовали привычных нам соединяющих растворов. Ни цемента, ни клея между внешними каменными рядами не было. Огромные блоки просто укладывались один на другой. Конструкция держалась за счет собственной массы камня и предельно точной подгонки граней. Чтобы стены не расходились со временем, мастера применяли другую технологию. Внутри камней вырезали специальные углубления, куда устанавливали массивные железные скобы. Эти стержни соединяли блоки между собой. Так внутри стен возникал скрытый металлический каркас. На его создание ушло около 300 тонн железа, редкого и дорогого материала, который через многие столетия станет объектом настоящей охоты. Внутреннее пространство амфитеатра выглядело еще более впечатляюще. Сектора для знатных граждан были отделаны белым мрамором, а в нишах каждой арки стояли тщательно выполненные статуи римских богов. В жаркую погоду над трибунами разворачивали огромный тканевый навес, защищавший десятки тысяч людей от солнца. Под этим куполом могли укрыться около 50 тысяч зрителей. Все было продумано так, будто сооружение создавали не на одно поколение, а на века. Но судьба распорядилась иначе. В 1349-м мощное землетрясение потрясло Рим. Огромная южная часть амфитеатра, стоявшая на более мягком грунте, не выдержала подземных толчков. Внешняя стена длиной в десятки метров обрушилась наружу, и тысячи тонн камня рухнули на землю. После этого все изменилось. Целый сектор здания превратился в гигантскую груду обломков, а сам амфитеатр утратил свое прежнее значение. Власти уже не могли поддерживать его в порядке, и постепенно за сооружением просто перестали следить. Фактически этот гигант оказался бесхозным. Именно тогда начинается один из самых странных периодов в его истории. То, что когда-то было величайшим символом империи, постепенно стало частью обычной городской жизни. Огромные арки, через которые раньше проходили десятки тысяч зрителей, начали превращаться в простые жилища. Если представить Рим тех времен, картина выглядит почти сюрреалистично. Древний амфитеатр больше не воспринимается как памятник. В его каменных проемах висят сушащиеся вещи, из грубо сложенных печей поднимается дым, а по бывшей арене свободно бродят домашние животные. Внутри амфитеатра возник целый городской квартал со своей жизнью. В огромных каменных пролетах возводили деревянные перекрытия, деля пространство на 2, а иногда и на 3 уровня. Получались своеобразные дома. На нижнем этаже могла работать мастерская, а выше располагалось жилье семьи ремесленника. Сохранившиеся документы свидетельствуют, что эти помещения официально сдавались и даже переходили в частную собственность. Некоторые влиятельные семьи контролировали целые участки амфитеатра, почти так же, как сегодня владеют большими торговыми зданиями. Внутри арок размещались не только дома. Там устраивали склады, конюшни и даже небольшие часовни. Арена, где когда-то проходили гладиаторские бои, была засыпана землей и превратилась в общий огород. Жители выращивали там овощи и фрукты, используя высокие стены как защиту от ветра.
По каменным ступеням, по которым когда-то поднимались правители, спустя века бегали обычные дети. Пространство, где прежде гремели десятки тысяч голосов и рычали звери, наполнилось звоном инструментов, скрипом повозок и криками домашнего скота. Люди переделывали стены под свои нужды, вырубали новые проходы, ломали части кладки, чтобы расширить помещение. Каменные и мраморные детали, которые когда-то украшали трибуны, снимали и использовали в хозяйстве. Из них делали ступени, столы, подставки для печей. Со временем величественное здание стало выглядеть все более чуждым самому себе. В этот период разрушение происходило особенно беспорядочно. Если же власти иногда вывозили крупные блоки организованно, то жители медленно разбирали сооружение изнутри, превращая его в источник строительного материала. Для людей Средневековья Колизей воспринимался как огромная каменная громада с готовыми укрытиями, где можно было жить и работать. Такая жизнь внутри древних стен продолжалась столетиями. Именно поэтому сегодня его внутренние проходы выглядят такими неровными. Это следы бесконечных переделок и разрушений. В XI веке сооружение и вовсе оказалось в руках одной влиятельной римской семьи. Они использовали его как укрепленную резиденцию, перекрывая пролеты кирпичом и превращая отдельные части амфитеатра в оборонительные участки. Некоторое время это помогало сохранять стены, но после смены власти судьба здания снова изменилась. Древний амфитеатр начали рассматривать не как историческую ценность, а как огромный склад строительного камня. Так начался период систематического разбора. Это был довольно организованный процесс. Город заключал соглашения с подрядчиками, разрешая им забирать часть блоков в обмен на деньги или работы для города. На месте разрушенного участка образовалась большая площадка, заваленная камнем. Там сортировали и готовили блоки для перевозки. Отсюда они постепенно разъезжались по разным районам города. Несколько столетий назад по улицам Рима можно было наблюдать такую картину. Медленные повозки, нагруженные огромными камнями, один за другим покидали район амфитеатра. Часть камня использовали у берегов Тибра для укрепления набережных и портовых сооружений. Другие блоки шли на строительство дворцов, монастырей и городских укреплений. Со временем фрагменты древнего амфитеатра оказались встроены в самые разные здания. Получилось так, что значительная часть Колизея не исчезла. Она просто разошлась по всему Риму, растворившись в других постройках. Каменный гигант постепенно исчезал, превращаясь в стены, фундаменты и лестницы совершенно других зданий. В Риме долго ходила мрачная шутка. То, что не смогли уничтожить варвары раннего Средневековья, со временем разобрали Барберини. Эта влиятельная семья получила разрешение папы и начала вывозить камень из древнего амфитеатра в таких объемах, что из него можно было построить целый городской квартал. Но немногие знают, что части огромные блоки камня отправились даже на строительство собора Святого Петра, главного храма католического мира. Чтобы доставить туда тяжелые камни, приходилось укреплять дороги и сооружать временные переправы. Обычные мосты не выдерживали веса античных глыб. Но судьба многих элементов оказалась куда печальнее. Крупные блоки еще сохраняли форму и шли на строительство, а вот мелкие детали и украшения ждала совсем другая участь. Вдоль дорог, ведущих от амфитеатра, работали известковые печи. Туда бросали мраморные колонны, декоративные карнизы, капители и даже статуи. Все это пережигали в порошок, превращая в известь самый дешевый раствор для строительства новых домов и церквей. То, что когда-то считалось произведением искусства, превращалось в строительную пыль. Именно поэтому сегодня внутри Колизея мы видим лишь грубый каркас из древнего бетона. Все ценное давно исчезло. Причина такого отношения была довольно простой – качество камня. Римляне использовали плотный известняк и травертин, который со временем становился только крепче. Работать с ним было удобно, а здания из него могли стоять столетиями. Но настоящую ценность скрывало железо, которым древние строители скрепляли блоки. Люди целенаправленно долбили стены, пытаясь добраться до скрытого внутри металла. Если внимательно посмотреть на стены Колизея сегодня, можно заметить тысячи маленьких отверстий. Многие принимают их за следы от снарядов или пуль. На самом деле, это результат многовековой добычи металла. Металл переплавляли на подковы, ножи, инструменты и детали для кузнец. Так древний амфитеатр продолжал терять свои части. Иногда жадность заканчивалась трагедиями. Когда охотники за металлом добирались до скрытых внутри стен железных скоб, каменные блоки теряли опору.
Трещины расходились по кладке, отдельные фрагменты обрушивались. Бывали случаи, когда камни падали прямо на тех, кто пытался их вытащить. Но это никого не останавливало. Каждый извлеченный кусок железа делал конструкцию все слабее. Со временем здание лишилось своего каркаса. Постепенно идеальное кольцо амфитеатра превратилось в неровную подкову, которую мы видим сегодня. Со временем вокруг полуразрушенного амфитеатра начали появляться странные слухи. Горожане рассказывали, что по ночам из проломов доносятся гулкие звуки, будто внутри кто-то бродит среди камней. Эти истории немного отпугивали простых жителей, но не останавливали тех, кто имел власть и деньги. Аристократы и церковные деятели по-прежнему вывозили лучшие куски мрамора для украшения дворцов и садов. В одном из старых документов упоминается случай, когда за один день из амфитеатра вывезли 40 повозок чистого белого мрамора. Этот камень использовали для отделки частного фонтана. Казалось, что конец уже близок. Но судьба приготовила для здания неожиданный поворот. В XVI веке у полуразрушенного амфитеатра появился новый защитник. К тому времени сооружение больше напоминало заброшенный каменный сад. Местные жители свозили туда мусор, и казалось, что древний гигант доживает последние годы. Именно тогда вмешался папа Бенедикт XIV. Он принял решение, которое оказалось неожиданно эффективным. Чтобы остановить разграбление, понтифик объявил Колизей местом мученичества первых христиан. Историки до сих пор спорят, насколько это соответствует реальным событиям, но новый статус изменил все. В одно мгновение бывшая каменоломня превратилась в святыню под открытым небом. На стенах установили кресты. Теперь любое вмешательство воспринималось как осквернение священного места. Страх перед церковным запретом оказался сильнее жажды наживы. Но даже после того, как разрушение остановили, Колизей продолжал удивлять исследователей. В XIX веке, когда начались первые серьезные археологические работы, под ареной обнаружили сложную систему подземных коридоров. Там находились лифты, люки и механизмы, с помощью которых на арену поднимали зверей, декорации и гладиаторов. Эти подземные уровни сохранились гораздо лучше внешних стен, потому что долгое время были завалены землей и мусором, который словно законсервировал их для будущих поколений. И все же долгое время людей мучил один и тот же вопрос: почему разрушение оказалось таким странным и неравномерным? Если взглянуть на амфитеатр сверху, линия обвала выглядит почти идеально ровной, будто ее провели гигантским ножом. С одной стороны, мощная каменная стена, почти не тронутая временем. С другой – хаотичное нагромождение арок и обломков. В прежние времена жители объясняли это по-своему. Одни говорили, что древние стены прокляты кровью гладиаторов. Другие были уверены, что небеса наказали город за жестокие развлечения прошлого. Однако современные исследования показали куда менее мистическую, но гораздо более тревожную причину. Все дело оказалось в земле, на которой стоит сооружение. Когда римские инженеры в I веке выбирали место для будущего амфитеатра, они приняли решение, последствия которого проявились только через многие столетия. Когда-то здесь находился большой искусственный водоем, оставшийся еще со времен императорских дворцов. Его осушили, засыпали и подготовили площадку для строительства. Проблема заключалась в том, что почва под разными частями будущего здания оказалась совершенно не одинаковой. Северная сторона опиралась на плотный известняковый пласт. Твердый, почти неподвижный. Он служил естественной опорой и надежно удерживал фундамент. Южная же часть оказалась на рыхлой земле, пропитанной влагой и остатками старых наносов. Снаружи это было незаметно, но под тяжестью колоссальной конструкции грунт медленно и неравномерно проседал. При каждом подземном толчке эта разница становилась все заметнее. Первые серьезные повреждения появились еще в середине V века. Сильное землетрясение тогда потрясло весь город. Рушились дома, трескались дороги, падали колонны храмов. Амфитеатр устоял, но именно тогда в его стенах возникли опасные разломы. Южная сторона начала постепенно опускаться. Римские власти пытались укреплять стены, но полностью остановить процесс было уже невозможно. Решающим моментом стало катастрофическое землетрясение середины XIV века. Осенью того года сильные подземные толчки прокатились по всей Италии. Земля дрожала несколько дней, и старые трещины в стенах превратились в огромные разломы. Южная внешняя стена, стоявшая на самом слабом участке, больше не выдержала. Огромные блоки камня начали отрываться один за другим,
и вскоре целый сектор амфитеатра с грохотом обрушился наружу. С этого момента отношение горожан к древнему сооружению резко изменилось. Пока оно стояло целым, его воспринимали как символ прошлого и старались не трогать. Но после обвала перед людьми лежала огромная гора готового строительного материала. В результате всех этих событий амфитеатр приобрел тот облик, который знаком каждому по фотографиям. Сегодня это сооружение напоминает гигантскую раскрытую раковину, внутри которой можно разглядеть сложную систему проходов и лестниц. И если подойти ближе, можно заметить еще одну любопытную деталь. Там, где древняя стена когда-то обрывается, стоят огромные кирпичные подпорки. Эти укрепления появились в XIX веке, когда инженеры поняли, если не поддержать уцелевшую часть, она может повторить судьбу разрушенной половины. С тех пор специалисты постоянно наблюдают за состоянием древних стен, ведь под ними все еще лежит тот самый коварный грунт, который много столетий назад и начал эту медленную историю разрушения. А вокруг давно вырос современный город, шумный, плотный и наполненный транспортом. Миллионы людей ежедневно проходят рядом с древним амфитеатром, даже не подозревая, что под его фундаментом продолжается тихая и почти незаметная борьба между камнем и землей. И в этом кроется новая, неожиданная опасность для древних стен. Под современным городом давно проложены линии метро, и каждый раз, когда под землей проходит поезд, каменное кольцо амфитеатра ощущает легкое дрожание. Человек почти не замечает этих колебаний, но для огромных блоков, лежащих друг на друге без прежних металлических скоб, даже такая слабая вибрация имеет значение. Камни едва заметно смещаются. Эти крошечные движения медленно расширяют трещины, появившиеся еще много веков назад. Чтобы понять, насколько серьезна проблема, инженеры превратили стены в настоящий научный полигон. На каменных арках установлены десятки высокочувствительных датчиков. Они круглосуточно фиксируют малейшие изменения – наклон, смещение, вибрации. Данные поступают на компьютеры в режиме реального времени. Несколько лет назад исследователи попытались ответить на вопрос, который давно волнует историков. Можно ли вернуть амфитеатру его первоначальный облик? Теоретически это выглядело заманчиво. Если заполнить пустоты, можно было бы снова замкнуть каменное кольцо. Но расчеты быстро показали, что подобная идея почти невыполнима. Главная проблема заключается в различии материалов. Современный бетон и древний известняк ведут себя по-разному. При изменении температуры один расширяется быстрее, другой медленнее. Если соединить их жестко, внутри стен возникнут напряжения, которые со временем могут разорвать кладку. В итоге реставраторы решили отказаться от радикальных методов и сосредоточиться на сохранении того, что уже уцелело. Сегодня специалисты занимаются более деликатной работой. Поверхность камня постепенно очищают от слоев копоти и городской пыли. Для этого применяют специальные лазерные установки. Лучи аккуратно снимают загрязнения, не касаясь поверхности известняка. Под темной коркой постепенно появляется светлый оттенок камня. Именно такой цвет видели жители Древнего Рима почти 2000 лет назад. Иногда пропавшая часть амфитеатра напоминает о себе самым неожиданным образом. Когда в центре города ремонтируют старые здания или перекладывают мостовые, рабочие нередко находят огромные каменные блоки с характерными отверстиями. Историки уверены, многие из таких камней когда-то были частью амфитеатра. Теперь город старается не терять подобные находки. Их не выбрасывают и не отправляют на стройки. Часть таких блоков возвращают к памятнику и размещают рядом с ним. Они лежат вокруг арены, как немые свидетели прошлого, напоминая о том, сколько фрагментов древнего здания разошлось по всему городу. Из-за этого возникает странное ощущение. Гуляя по улицам, понимаешь, что современный город буквально состоит из кусочков древнего амфитеатра. Камни, которые когда-то окружали арену, теперь могут быть частью фундамента дома, стены церкви или лестницы во внутреннем дворе. Возможно, где-то рядом стоит здание, в кладке которого скрыт блок, видевший шум толпы и гладиаторские поединки. С амфитеатром связана и одна старая фраза, известная еще со времен Средневековья. «Пока стоит Колизей, стоит и Рим. Когда падет Колизей, падет и город, а за ним и весь мир». Сегодня ее воспринимают скорее как символическую метафору, но в этих словах есть особый смысл. Для многих людей судьба древнего здания стала своеобразным тестом на то, способны ли мы сохранять наследие прошлого.
Человечество научилось защищать то, что осталось. Сегодня амфитеатр не просто древние руины, это один из самых ценных исторических объектов Италии. Потоки туристов приносят городу огромные доходы, и даже в неполном виде сооружение оказалось гораздо значимее многих современных построек. Парадоксально, но именно утрата сделала его таким узнаваемым. Если бы здание дошло до наших дней совершенно целым, возможно, оно выглядело бы как еще один большой стадион из камня. Но теперь в его облике читается длинная история. История разрушений, перестроек и борьбы за сохранение. Судьба амфитеатра показывает, как грандиозные творения человека могут изменяться под влиянием природы и самих людей. Все началось с особенностей грунта и серии землетрясений, а продолжилось практичным решением жителей использовать готовый камень для строительства нового города. В итоге древнее сооружение стало своеобразным донором для будущего Рима. Именно поэтому даже наполовину разрушенный амфитеатр остается одним из самых узнаваемых символов на планете. В его камне застыли следы веков, и каждый обломок рассказывает историю о том, как время, люди и природа вместе создают судьбу великих сооружений. А вы что думаете об этом? Пишите в комментариях.